Польше выходит очередная фантастическая программа по ипотеке «Первый ключ». Сегодня хочу разобраться, что это за программа, можно ли получить 0% кредит в Польше, какие условия. К счастью, нулевой процент отменили. Его переносили весь 24 год с квартала на квартал, а сразу после выборов, парламентских выборов, да, так его и не включили. То есть 15 января его должны были включить, но все, его уже не будет. Мгм. Все забываем про эту историю наконец-то. Я потом объясню, почему это хорошая новость, но в целом сейчас, к сожалению, опять наш парламент польский предлагает новую льготную программу дофинансирования до ипотечного кредита. Первый ключ, первые ключи называется. Как из названия можно понять, что она будет для тех, у кого это первая квартира. Первая квартира в жизни, это важно. Мгм. Пока что эта программа доступна только для поляков, то есть это такие первые заявления, которые они подали, только для поляков. И что важно, если ты поляк, и у тебя есть недвижимость на 50%, Мгм. то для тебя эта новая покупка тоже будет первой собственностью. А, Несмотря на то, что все говорят, что это только для поляков, мы все знаем, что все эти программы, они всегда доступны для тех, у кого есть карта по быту, сталого, временного и так дальше. Поэтому точно так же, скорее всего, граждане Украины и Беларуси тоже смогут такой программой воспользоваться. условия какие? Расскажи. Условия не самые прикольные. То есть, если мы говорим про двухпроцентный или нулевой процент, там была возможность воспользоваться намного большему количеству людей этой программой. Мгм. Конкретно в этой программе что важно? Есть дофинансирование до какой-то суммы кредита. То есть кредит может быть на миллион, но тебе его дофинансируют на 300, 400, 500, 600 тысяч. Да? Мгм. Это значит, что, например, на 500 тысяч тебе компенсируют кредит, и ты будешь платить только 1,5% кредита за эту сумму. Это не нулевой, это 1,5%. Мгм. Но остальные 500 тысяч из этого миллиона ты будешь платить по полной стоимости. По Сейчас это стоимости условно там 7%. 7-7,5%. Да, 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 все верно. Программой «Первые ключи» можно воспользоваться только покупая вторичную недвижимость. На А, первичку она интересно. не распространяется. А как ты Таки, думаешь, почему они так сделали? В чем? чтобы дальше не разгонять цены. То есть они говорят, что это льготная программа, которая дальше не должна разгонять цены. Потому что если бы была первичка, понятно, что цены на первичку пошли бы еще Еще дальше. больше, да. Конечно, да. Важно, что квартира должна быть старше, чем 5 лет от момента постройки, Мгм. и владелец должен владеть этой квартирой, продавец, не меньше, чем 3 года. Мгм. Ну, как раз они максимально в тему вторички давят, да, Да, в чтобы тему по такой этим доступной критериям. вторички, да. То есть покупайте доступную, адекватную вторичку с более-менее свежим Окей. ремонтом и не разгоняем цены на первичку. И теперь я тебе скажу, почему мы с тобой не сможем воспользоваться этой программой «Первые ключи». Можете Конкрет- закрывать видео, да? Максимальная стоимость недвижимости в крупных городах типа Варшава, Вроцлав, Гданьск, Краков — это 11 тысяч злотых за квадратный метр. А и сколько это там, условно, 40 квадратов, если взять? Ну, 40 квадратов, 440 тысяч злотых И тут может стоить. возникает вопрос: Таких, таких существует ли цен нету. недвижимость Да, такая? таких цен нету. Если это города поменьше, тир-2 и меньше, это 10 тысяч злотых за квадратный метр. То есть они 1000 злотых разницы высчитали между Варшавой Мгм. и между условным Аполе. Да, да, да. Отлично, вы досмотрели до этого момента, значит, вам действительно интересна недвижимость в Польше. Поддержите нас, поставьте лайк этому видео, подпишитесь на наш канал и внизу под видео напишите комментарий. А если вам интересна профессиональная помощь в покупке, продаже или аренде недвижимости в Польше, вы можете обратиться к нам. Внизу под видео вы найдете все ссылки. И продолжаем смотреть выпуск. Интересно получается. Ну смотри, в Аполе я смогу купить хату за там 400 тысяч. Так ты и в Прушкове под Варшавой сможешь купить хату за 11 тысяч за Я был квадрат. в Прушкове. Ты А, знаешь, хорошо. можно и в Аполе уже брать. Ну, потому что разница между Прушков и Аполе, если честно, ну, Аполе повеселее будет. Потому что в Прушкове Ну, там два доезжай. алкаша, понял, с жабки. Ладно, не буду разгонять эту тему. Там не так плохо. Не, там не так плохо. Там в целом не хуже, чем на Праге. А, не, я перепутал Прушков, это с другим. Прушково до центра Варшавы доедешь быстрее, чем с Урсынова. На электроне. Да. Ну, на этом, Колыёвы, которые вокруг ходят. Да и машиной, на самом деле. Потому что у У меня тебя нет машины. трасса без... Ну, если там живешь. У тебя трасса прямо там... Первый светофор — это на вокзале только заходнем. То есть ты прям залетаешь в Варшаву без светофоров очень быстро. И к тому, что это в целом окей для большинства Польши. То есть мы с Ну тобой да, модные, мы живем в да. Варшаве, мы там 16 плюс, Да мы, я тебе так 20, скажу. 30 тысяч за квадрат. Мы такие, да, с клиентами квартиры покупаем. Да. То как бы вся Польша живет в пределах там 8-10 тысяч злотых за квадратный метр. И ты же должен понимать, кто будет голосовать за нового президента перед выборами. Понятно, Да. что как бы вся Польша. Мы с тобой не проголосуем, потому что он для нас программу кредитную не придумал, да, но как бы вся Польша проголосует, потому что он Мгм. классный чел, и люди могут
чуть-чуть дешевле ипотеку себе покупать. Вторая причина, почему мы с тобой не сможем купить квартиру по этой программе, даже если мы с тобой захотим ее купить, просто не в Варшаве. Ведь так можно в другом городе покупать, мы с тобой должны мало зарабатывать. Мало О, зарабатывать — это значит, интересно. что если ты один, ты должен зарабатывать меньше, чем 6,5 тысяч на руки. Если ты и жена, то 9 тысяч. Если Мгм, вас трое, то есть есть еще ребенок, то 11 тысяч. Ну и дальше плюс один человек, мгм. плюс 2000. Таким образом можно считать. И опять же, если ты один, всего один такой красивый, то доплата до твоего кредита составит всего лишь 200 тысяч злотых. Берешь ипотеку на 800 тысяч, 200 тысяч покроет эта программа по 1,5% будешь Мгм. платить, а остальные по 7,5 600 тысяч. Короче, такое, да? Ну Такое да, никакое на да. самом деле. То есть вроде бы прикольная программа, но воспользуется такой программой очень мало людей. Ну да, в основном поляки, которые живут в очень маленьких городах, Мгм. каких-то агломерациях, типа там город на 30-50 тысяч человек. Ну, условно. Почему, Мгм. к сожалению? В начале видео ты сказал «к сожалению». Конечно, это не потому, что я завидую тем людям, которые будут покупать Это не квартиру. потому, что ты полякам завидуешь, Да, да? абсолютно. Это потому что из общемирового опыта мы все знаем, что любые льготные программы ипотечные, они на самом деле просто разгоняют цены. Хотя здесь эта программа не рассчитана на первичку, и в целом как бы первичка не должна от этого лететь в космос, да, как это было с двухпроцентным кредитом или как все ждали с нулевым кредитом, да, в Польше. В Англии была программа Help Help to to buy. Buy. Ничего себе, ты тоже знаешь, да? Конечно. За период этой программы недвижимость выросла на 70%. В России подобная программа, там какая-то льготная ипотека, у них там ипотека, я не знаю, 20-30% годовых, это было Мгм, по 8, да, но недвижимость выросла почти в 4 раза за 3 года. мгм. Ну, как бы, смотря где у кого, но в целом фиксирует двукратный рост в крупных городах, К где-то даже больше. Подытоживая, да, какой люди могут сделать, вывод для себя? Как им использовать эту информацию? А, Какие вопросы себе задавать? Если я хочу купить недвижимость, хочу ее купить сейчас или через год, Мгм, будет ли эта недвижимость дороже через год, учитывая, что в стране появится льготная программа, кредиты станут доступнее, и больше людей с этого воспользуются. Если вторичный рынок, который подходит под эту программу, начнет дорожать, потому что на него будет больше спрос, начнет ли дорожать первичный рынок, когда увидит, что вторичка догоняет по цене первичку? Начнет ли дорожать Варшава, когда увидит, что Прушков догоняет по цене Варшаву? Вот такой вот вопрос. Это такие моменты, которые, как мне кажется, очень сильно взаимосвязаны. Если условно что-то хуже, дешевле, меньше, ну, дорожает, то что-то лучше вряд ли будет стоять по цене на том же месте. Спасибо за просмотр этого видео. Верю, что это было для вас полезным, и если так, поддержите нас, поставьте лайк этому видео, подпишитесь на наш канал, и внизу под видео есть форма комментариев. Задавайте ваши вопросы, обсуждайте выпуск, и мы с удовольствием ответим на ваши вопросы.